Хочу вас поздравить еще раз с праздником. Поздравляю вас с наградами. Спасибо большое. Мы в свое время, я сказал уже об этом, все начинали в Советском Союзе, все делали это вместе, это заслуга всего была Советского Союза. Выход в космос и первый полет человека в космос, все это мы хорошо помним. И очень приятно отметить, что сегодня все продолжается. Да, в других условиях, но мы продолжаем кооперацию. Вот, не случайно здесь сегодня президент Беларуси вместе со мной. Мы давно говорили о том, где и как можно было бы применить наши общие возможности, общие компетенции, объединить их, начиная от самых простых вещей, я имею в виду строительной работы, и заканчивая созданием космических аппаратов. Я уже сказал об этом в своем выступлении, в чем преимущество белорусских предприятий. Мы это все используем, уверен, пойдет на пользу нашей космической отрасли. Так что я вас всех еще раз поздравляю и хочу пожелать новых успехов. Да. Сам объект, я имею в виду весь восточный, одна из крупнейших строек, думаю, в Европе, в мире. Грандиозный объект с перспективой развития, с хорошей. Да. Если говорить о сверхтяжелых классах до 1935 года, есть над чем работать. Фронт работ колоссальный. Все идет у нас здесь по плану. К сожалению, эта пандемия внесла определенные коррективы. Немножко пришлось графики сдвинуть вправо. Но в целом они уточнены. Работа будет продолжаться. Что вам всего самого доброго. Спасибо большое. Владимир Владимирович, разрешите вопрос? Болотов Дмитрий, космический центр «Восточный». Вот хотелось бы узнать, сейчас празднуется у нас Международный день космонавтики в мире, да, и в нашей стране. Хотелось бы, узнать, в мире, кстати, тоже. И хотелось бы узнать вот ваше отношение к празднованию этого праздника. И помните ли вы 12 апреля 1961 года? Ну да, помню. Как ни странно, помню. Александр Ильич, помните 12 апреля? Ну, я же ребенком был, 9 лет был. Откровенно говоря, не понимал, что происходит, так сказать, в полном объеме. Но увидел, что что-то произошло грандиозное, необычное. Это вот люди, которые друг друга не знали, чужие люди там обнимались, целовались. Это как действительно было похоже тоже на День Победы, потому что для меня, для ребенка 9 лет, было очевидно, что произошло нечто необычное. Вот. Потому что уж точно, наверное, не представлял себе, что такое космос, что такое выход человека в космическое пространство впервые в истории. Но совершенно было очевидно, что произошло грандиозное событие, связанное с огромными достижениями нашей страны. И вот гордость даже для ребенка 9 лет, гордость за страну, она чувствовалась, в воздухе все висело. Поэтому это было настолько яркое событие, что я действительно сохранил в памяти то, что происходило в эти дни. И, конечно, все это транслировалось по средствам массовой информации, по телевидению. Все впечатляло даже детей. Я уж не говорю про взрослых, которые ликовали в прямом смысле этого слова. Страна ликовала. Что можно сказать, и весь мир ликовал. Да, уверен, что у нас будут события подобного рода в будущем. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Николай, Российской космической системы. У меня не вопрос. Вы эту тему затронули сегодня. Я хотел бы сказать, что мы все полностью поддерживаем действия нашей армии и все-таки хотим, чтобы цели и задачи, которые были поставлены при специальной военной операции, были выполнены. У меня все. Да, Спасибо. так и будет. Нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные, они благородные. Я с самого начала ведь сказал, обращаю ваше внимание, в первом моем, самом первом публичном заявлении, обращении к стране, вооруженным силам, я прямо назвал цели. Цель главная – помощь людям на Донбассе, в народных республиках Донбасса, которые мы признали, вынуждены были это сделать просто потому, что, к сожалению, киевские власти, которые подталкивали с Запада, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблемы Донбасса и двух народных республик. Отказались, прямо публично же они заявили. Президент сказал, что ни один пункт этого соглашения не нравится. Другие официальные лица заявили, что имплементация этих договоренностей невозможна, это развалит страну.
Они публично от этого отказались. Но продолжать дальше терпеть этот геноцид, продолжавшийся в течение 8 лет, просто невозможно. Это первое. А второе, Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Вы знаете, если вы обратили внимание, я сказал об этом в одном из своих публичных обращений. Специально выращивали вот эту поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Ну а последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло. Это очевидный факт. Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам стороны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от геноцида, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений. Что-то еще? Вопрос решен. Тараканов Александр Васильевич, НПО Лавочкин. Владимир Владимирович, возможна ли дальнейшая реализация ракетно-космической программы России в условиях наложения санкций недружественными государствами на нашу Родину? И какие меры принимаются для укрепления технологического суверенитета в этой области? Александр Васильевич, вот мы сейчас только что говорили о первом полете космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Вот в 1961 году Советский Союз находился с технологической точки зрения в полной изоляции. Санкции были тотальными. Тем не менее, Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли, первый космонавт наш, первый полет космической станции, по-моему, на Луну тоже наш, первый выход в космос, первая женщина-космонавт, дай бог ей здоровья, Терешкова, тоже наша. Мы все сделали в условиях полной изоляции технологической. Добились таких грандиозных успехов. Но неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу, которую мы с вами обозначили как этап до 2030 года? Конечно, будем это делать. Более того, как ни странно, это вроде бы разные сферы совсем. Я тоже много раз об этом говорил, когда в 2014 году ввели первые санкции. У нас, как некоторые отрасли, шагнули вперед, скажем, в области сельского хозяйства. Сельское хозяйство стало высокотехнологичной отраслью производства. Даже объем экспорта превысил объем продажи вооружений. Причем значительно, на 10 миллиардов долларов. И это, да, сегодняшнее состояние мировой науки, технологий, конечно, все взаимосвязано. А мы не собираемся изолироваться. А жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать. Будем работать и по ближнему, и по дальнему космосу, и нашу программу, лунную программу будем осуществлять. Ну, вот вы знаете, да, на третий квартал у нас станция Луна-25 должна быть реализована, да? В третьем квартале успеем? Должны. Пусковое окно закрывается в третьем квартале. И дальше будем работать. Даже сами планы развития космодрома Восточный, они у нас до 1935 года. И технологии будем дальше развивать. Будем поднимать свои собственные компетенции. То, что мы раньше могли свободно покупать за нефть и доллары и за газ, понимаете, эти деньги все равно в стране остаются. Мы используем их для развития собственных компетенций.
только на пользу пойдет. Спасибо. Да, пожалуйста. Вопрос. Дирекция космодрома «Восточный», Токарев Владимир Иванович. Владимир Владимирович, когда следует ожидать строителей из Белоруссии на космодроме «Восточном»? Вот, Александр Григорьевич, Мы ждем вас. За нами не заржавеет. Это радует. Спасибо. Знаете, вот Владимир Владимирович рассказывает, тут вы говорите санкции, а я Дмитрию говорю, вы знаете, вот тут ощущение, санкций нет. Все свое, все делаете вы своими руками. Чего мы тут паримся из этих санкций? Что мы дома не построим? Построим. Все сделаем, время надо немножко. Поэтому для этого президент пригласил меня, чтобы я посмотрел глазами своими. Все понятно. на объем, на масштаб. У белорусских строителей хорошая очень репутация, компетенции высокие. Это все будем делать. Но это не единственная, как я уже сказал, область нашего сотрудничества по космосу. У них очень хорошие предприятия, причем наши разработки, финальное производство будет у них. Пилинг. Да, очень хорошее предприятие. С советских времен осталось. Александр Григорьевич не дал ему свалиться на бок, поддерживал его. Будем использовать, активнее работать дальше. Это вот совершенно конкретные вещи. Будем делать высокотехнологичный аппарат. И работать здесь строители будут, и сотрудничество в космосе будет развиваться. Спасибо. Да? Вам спасибо за это. Разрешите вопрос? РКЦ «Прогресс», Алеша Александр. Скажите, вот с каждым годом все больше и больше новых специалистов молодых там приезжает на космодром «Восточный». Ну, следует признать, что быть не такой, как в мегаполисе. Вот как, на ваш взгляд, привлечь молодых специалистов к нам на космодром «Восточный»? Сами сказали. Улучшать условия быта, развивать город. Здесь вот мы с Дмитрием Валерьевичем разговаривали, строить не только высотные здания, нужно малоэтажным строительством заниматься, инфраструктуру развивать социальную, объекты культуры создавать. Все это в планах есть у нас. Мы будем делать это параллельно. И, знаете, изначально, когда я только задумал этот проект, сам космодром, и уже тогда говорил, на опережающим темпом нужно развивать социальную инфраструктуру, так, чтобы людям здесь удобно было. Значит, вот мы сейчас смотрели полосу, да, для приема самолетов, но она должна быть не только технологическая авиация, должны быть налажены сообщения и для того, чтобы могли пользоваться люди, которые сюда приезжают. У нас будем развивать все направления деятельности. Туризм будем развивать, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я просил правительство увеличить кэшбэк в 2 раза для тех, кто в дальневосточные регионы приезжает. Тут тоже надо развивать, Дима, надо и вот этот технологический туризм надо развивать, чтобы люди могли сюда приехать, все это посмотреть, познакомиться с этим. Вот. Потом будем создавать условия для того, чтобы подешевле сюда можно было приезжать на Дальний Восток, и чтобы молодые специалисты могли, работая здесь, свободно перемещаться в другие регионы страны, прежде всего в европейскую часть. Здесь, конечно, это, вот наши космонавты сами знают, они как раз такими людьми и являются. Ну и вы тоже, вы же работаете в этой отрасли. Это, конечно, все-таки это особые люди, да, которые увлечены вот этими идеями освоения космического пространства. И нужно создавать соответствующие бытовые условия. Те же детские сады, там, ясли и так далее. Все это у нас в программе есть, все будем делать. И я уже говорил об этом, и считаю, и еще раз хочу повторить, считаю, что эта социальная инфраструктура должна создаваться опережающим темпом. Не забывайте. Есть. Все, пойдем, завершаем. Да. Владимир Ильич, космодром «Восточный». Мы хотим, чтобы подрастающее поколение как можно больше знало о достижениях нашей страны в области ракетно-космической технологии. Как будет осуществляться поддержка государства в области популяризации научного просвещения и профессий будущего, скажем.
Ну, вот это очень важный вопрос. Данил Александрович Гранин мне когда-то говорил, что нужно больше этому внимания уделять со стороны государства, а вообще науке в целом. И таким высокотехнологичным отраслям, как космос тоже. Ну, чего, будем соответствующие фильмы создавать, будем работать над соответствующей литературой в качестве практически госзаданий. Будем пропагандировать все это в школе. Это то, чем мы можем, должны гордиться, и то, что привлекает талантливых молодых людей в отрасль. Безусловно, это одно из важнейших направлений. Но я думаю, что Роскосмос тоже об этом думает. Сейчас конкурс у нас увеличился. 7 человек на одно место в те наши вузы-доноры. Это уже хороший показатель. Да. Значит, вот на месте Хруничева создается огромный комплекс масленичек. Это вот Александр Григорьевич должен посмотреть. Крупнейший комплекс у нас будет в ракетно-космической сфере. 20 тысяч человек. Да, 20 тысяч человек. Причем он будет узкоспециализированный, так и для тех отраслей, которые являются смежниками. Все это очень интересно, захватывает просто. Вот по всем этим направлениям будем двигаться обязательно. Обязательно. Просто без этого невозможно развивать такую интересную и перспективную отрасль, как космонавтика. А потом, вы знаете, еще дело в чем? Ну, вы это знаете наверняка. Я в своем выступлении только что говорил. Космос все больше и больше связан с самыми разными отраслями жизни. Начиная от здравоохранения и кончая, не знаю, ну, сами знаете, изучением Земли, недр Земли, там, связано с военным делом. Поэтому если все это вот грамотно преподносить, интересно рассказывать, это будет привлекать в отрасль огромное количество талантливых молодых людей. 100%. Сомнений нет никаких.